Всем добрый день. Вооруженные силы Сирии при поддержке ВКС России продолжают операции по разгрому террористических группировок ИГИЛ и Джабхат ан-Нусра на территории Сирийской Арабской Республики. За последнюю неделю сирийские правительственные войска добились серьезных успехов на востоке и центральной части республики. В результате от боевиков ИГИЛ освобождено 85 территорий республики. На северо-востоке Сирийской Арабской Республики правительственные войска продолжают ведение успешных наступательных действий по разгрому боевиков ИГИЛ вдоль западного берега реки Ефрат. 5 сентября город Дейр-эз-Зор, более 3 лет находившийся в плотном кольце окружения и в самом центре территорий, контролируемых ИГИЛ, был разблокирован сирийскими войсками под командованием генерала Хасана Сухейла. Крылатыми ракетами «Калибр», запущенными со сторожевого корабля Черноморского флота «Адмирал Эссен», были уничтожены командные пункты и узлы связи боевиков, что позволило нарушить управление формированием ИГИЛ в данном районе. Развивая наступление штурмовыми группами генерала Сухейла, был деблокирован военный аэродром, где более 1000 военнослужащих 10 месяцев находились в окружении. В ходе операции ликвидировано более 450 боевиков, 5 танков и 42 пикапа с крупнокалиберными пулеметами. Подразделениями 5-го штурмового корпуса, продвигаясь от Пальмиры через Эс-Сухне, вошли в город с южного направления. В настоящее время операция по освобождению города продолжается. Сирийские войска завершают разгром группировки ИГИЛ, которая блокировала северные и южные кварталы Дейр-эз-Зора. Вслед за наступающими отрядами сирийской армии в город была направлена гуманитарная помощь с продовольствием и медикаментами. Военнослужащими Российского центра по примирению враждующих сторон было доставлено более 10 тонн продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости. В центральной части Сирии правительственными войсками освобожден стратегически важный транспортный узел город Акербат, превращенный боевиками в мощный укрепленный район. В настоящее время террористам перекрыты оставшиеся пути доставки боеприпасов и материальных средств. Группировка подразделений сирийской армии продолжает операцию по зачистке местности от банд формирования ИГИЛ в районах к западу и северу от Акербата. Несмотря на тяжелые потери, бандформирования продолжают оказывать серьезное сопротивление. В ходе упорных боев в течение последней недели были освобождены еще 8 населенных пунктов, что позволило расчленить группировку ИГИЛ в Акербатском районе и осуществить ее разгром по частям. В интересах поддержки наступления отрядов сирийских вооруженных сил российская авиация круглосуточно ведет воздушную разведку с целью обнаружения и уничтожения живой силы, вооружения и военной техники террористов, а также складов с боеприпасами и материальными средствами. Только вчера в интересах наступления сирийской армии в районе Акербата авиация ВКС России совершено более 50 вылетов, в результате которых уничтожено около 180 объектов бандформирований. Это опорные пункты и укрепрайоны, подземные укрытия, пункты управления, отдельные отряды террористов, позиции артиллерии, склады с боеприпасами и горюче-смазочными материалами. Российские военнослужащие продолжают оказывать гуманитарную помощь жителям освобожденных от террористов районов Сирии. Только за прошедшую неделю Центром по примирению враждующих сторон проведено 6 гуманитарных акций. Населению в труднодоступные районы доставлено продовольствие, медикаменты и предметы первой необходимости общим весом более 50 тонн. Действия Российской Федерации по обеспечению режима прекращения огня на территории Сирийской Арабской Республики позволили сохранить стабильную обстановку в центральной и южной частях страны. Благодаря действиям Российского центра по примирению враждующих сторон успешно функционируют 3 зоны деэскалации. На юго-западе Сирии, в
провинции Дерра, Эль-Кунейтра и Эс-Суида, в пригороде Дамаска, Восточной Гута и севернее города Хомск, а также созданная на севере провинции Алеппо зона деконфликтации Тель-Рифат, в которых соблюдение режима прекращения боевых действий обеспечивают военнослужащие военной полиции Вооруженных сил Российской Федерации. Еще раз хочу довести, что на сегодняшний день от боевиков незаконных вооруженных формирований освобождено 85% территории Сирии. До полного уничтожения ИГИЛ на территории Сирии осталось освободить около 27 тысяч квадратных километров территории республики. При этом операция по уничтожению боевиков террористических группировок ИГИЛ и Джабгат ан-Нусра на территории Сирии будет продолжена до их полного и гарантированного уничтожения. Всем спасибо за внимание.